Всем привет, это Team Spirit. Мы продолжаем пить вино, разговаривать по душам и радовать вас дивными сербскими видами. Сегодня со мной Мирослав, и мы с ним познакомимся поближе. Мира, ты сам не устал от того, что постоянно мемы про OnlyFans, внешность, модельные фотки? Ну, как сказать, я бы не сказал, что я прям сильно от этого устал. Просто они стали какие-то очень однотипные, но я ничего против не имею. Ну, просто я перестал на это даже как-то отвечать особо. Потому что это уже себя немного изжило. Вот. А ты хоть раз всерьез задумывался, чтобы завести OnlyFans? Без шуток. Я думал об этом, но что именно там постить, как-то мало идей, потому что ну что там вообще должно быть? Я все это могу постить у себя в Инстаграме, и если мне будет достаточно времени, чтобы этим заниматься, я, в принципе, буду просто это постить у себя в Инсте. Нет смысла брать за это с людей деньги, потому что это не какой-то прям уникальный контент. Поэтому даже тяжело себе представить, что там должно быть. Ну, что обычно в OnlyFans? Там какие-то откровенные обнаженные фотографии. Готов ли бы ты был такое постить у себя? Только если моя карьера дотера зайдет в тупик, тогда я могу об этом подумать. Ты старший брат в семье, а на тебя равняются младшие братья и сестра. А хотел бы ты, чтобы они стали киберспортсменами? Ни в коем случае. Почему? Ни в коем случае. Хотя я их никак не ограничиваю в том, что они играли в игры. Это как бы их право, их интерес. Но это слишком ненадежный способ как-то развития. Я бы им просто не советовал идти этим путем до тех пор, пока они не поймут, что у них реально к этому талант. Если есть талант и какая-то предрасположенность, тогда уже можно этому уделить больше времени и попробовать себя в этом раскрыть. Но для этого нужно слишком много, во-первых, черт характера, как усидчивость, в принципе, упорство, ну вот работа за еду, ты должен много чем пожертвовать, социумом, своим каким-то вот кругом общения, интересами, семьей, всем этим. Но это просто этого не стоит, мне кажется. Это, конечно, очень прикольно, когда у тебя получается. Это выглядит так, как будто это мечта и все такое, но путь к этому такой тернистый и ненадежный, что я бы просто им советовал заняться чем-то еще, что точно даст выхлоп. Ну, ты никогда не знаешь, что даст выхлоп. Никогда не знаешь, но если ты, конечно, хочешь пойти на риск, я их не буду в этом сдерживать и как-то отговаривать, но я не стану их как бы мотивировать на это и как-то наставлять на этот путь. Пусть они сами. Если они все-таки решат, то это уже их право, их риски, их выбор. Но я сам к этому не буду их подталкивать. А ты вот сказал, когда они поймут, что у них есть талант. А как ты понял, что у тебя есть талант? Ну, во-первых, я поднял достаточно много ММР после первой калибровки. Я получил где-то около 3 с чем-то тысяч. И Весомо. очень быстро поднял свои там 7-8 тысяч рейтинга, что на тот момент было много. И я понял, что у меня есть шанс, что, во-первых, у меня есть нереальная мотивация это делать. То есть я просто прям сидел, даже когда там ничего не получалось за это, просто сутками играл, мне было в кайф, мне было приятно, у меня получалось. То есть я чувствовал прогресс. Я понимал, что этот прогресс может меня довести до того, что это будет работать на профессиональном уровне. Поэтому как-то это я сам к этому пришел. И если я буду это видеть в своих братьях, я им, конечно, об этом сообщу, но если нет, ну, прям чувства такого, как бы, наития, что все получится, то не стоит этого делать. А если в сестре? В сестре, Да. и у нее свой путь, она уже поступает в университет, у нее, я думаю, абсолютно там другие интересы, другой путь в жизни будет. За что я, в принципе, там искренне рад, что она не пошла в киберспорт. 1xBet – официальный партнер Team Spirit. Переходи по ссылке в описании на сайт нашего партнера 1xBet, чтобы смотреть наши матчи было еще интереснее. 24 февраля на территории Украины началась война. А как твоя семья сейчас? Они после начала войны, как только она началась, сразу уехали за границу все, в целях безопасности. Это было вынужденная мера. Они не хотели, в принципе, уезжать с Украины, им там очень нравилось. Они только туда приехали за границы, потому что им больше нравилось на родине, особенно детям, моим братикам. Вот. Но сейчас они за границей безопасности. А как ты думаешь, как происходящее сейчас отразится на будущем твоей семьи? Я бы сказал, скорее негативно, потому что, как я уже говорил ранее, им нравится жить в Украине, им нравится жить
среди своих людей, учиться в школах, которые, в принципе, им там, моим, в общем, младшим братьям комфортнее учиться с украинцами, общаться, как-то проводить время. И им это, конечно, в минус. Им это меньше нравится, им это в тягость. Поэтому я бы сказал, негативно на них это скажется. А ты как-то помогаешь людям, которые пострадали от военных действий? Конечно, помогаю. Не сам напрямую, очевидно, потому что я не там, у меня нет никаких связей, чтобы это как-то продвигать, но я помогаю финансово. Я помогал людям, которые в первые месяцы войны хотели уехать из оккупированных городов, в которых было тяжело там находиться. Помогал именно денежно, чтобы они могли уехать, у них были средства на это. И помогаю сейчас тем, что доначу в фонды. Как ты воспринял новость о том, что наш клуб переезжает в Сербию? Позитивно воспринял, потому что мне было бы тяжело морально находиться в клубе, который находится территориально на территории страны, которая эту войну развязала. Ты здесь уже полгода и уже освоился, как я думаю. Назови 3 вещи, которые тебе нравятся в Сербии и не нравятся. Ну, легче назвать вещи, которые мне не нравятся, но есть свои плюсы, очевидно. Здесь достаточно спокойно и уютно в этой стране. Люди, в принципе, приятные к тем, кто приезжает за границы. И, в принципе, они такие душевные, простые люди, с ними легко находить контакты, думаю, Да. это не особая проблема, нету какой-то неприязни или что-то типа того. А из того, что мне не нравится, это, наверное, то, что достаточно таки грязно. Для меня лично это, по моим стандартам, все-таки, ну, я бы не сказал, что это просто нормальный порядок вещей. И что, что мне не нравится, это их местная кухня. Она слишком мясистая для меня, не знаю. Это как какой-то вот американский стиль. Это жир плюс мясо. Это Холестериновая смерть. холестериновая смерть, да, это мне не особо нравится. Вот, а остальное, в принципе, окей. Все как во всех остальных странах. Давай поговорим про твою карьеру. Как ты думаешь, в каких аспектах ты сделал наибольший шаг вперед с момента присоединения к Team Spirit? Мой самый большой шаг вперед был до Team Spirit, когда я решил взять академический отпуск в университете и посвятить себя полностью доте. В этот момент, мне кажется, был самый большой скачок, когда я смог подрасти до этого уровня, когда я был, в принципе, готов морально и в игровом плане к тому, чтобы играть на профессиональной сцене. Но уже когда я уже попал в Team Spirit, мой самый большой шаг был, чтобы просто... Когда я только присоединился, я играл не очень хорошо, и у меня была только одна цель — это стать лучше. И, в принципе, это все, на что был смещен мой фокус. Это только на то, чтобы максимально развиваться. Я прислушивался к своим тиммейтам по максимуму. Там, ну, очевидно, было много вот критики, когда я только попал, потому что я еще никогда не играл на таком уровне. И вместо того, чтобы как-то принимать это на свой личный счет, я это просто все конвертировал в импрув. И вот это мне очень сильно помогло, то, что я не аффектился никак на критику. То есть она меня никак не задевала, я это все использовал в свою пользу. Вот. И, в принципе, много фишек, которые меня научили, как, в принципе, правильно изучать мету, изучать реплей, как, в принципе, тренироваться более эффективно. Это все мне помогло. Это уже было, конечно, после того, как я попал в Team Spirit. И сейчас я, в принципе, уже не могу сказать, что есть какие-то большие скачки. Я просто пытаюсь именно вот расширить свои вот игровые навыки до максимума, до идеала. Свой пул, свои всякие свои навыки в игре. Это уже такие более минорные изменения, которые тяжело заметить. А вот ты говоришь про импрув. Кто внес больше вклад, как ты считаешь? Тренер Silent или твои тиммейты, которые тебе, вот как ты говоришь, помогали, подтягивали? Я бы сказал, что больше всего в это импакта внес, наверное, Торонто. Саня меня заставил ебашить так, как я никогда не ебашил, чтобы быть лучше. Поэтому я бы сказал, что он, и Silent тоже. Silent мне, вот Айрат мне показывал очень много моментов, где я могу быть лучше, именно в микромоментах. Я даже не знаю, откуда он знает о таких вещах, потому что он играл на коре. Но он мне показывал очень много вещей, где я могу лучше сыграть.
я могу больше дожать, и это все было уже после игры на реплеях, и это мне тоже очень сильно помогло, как игроку. А вот ты говоришь, Торонто большой импакт внес. Он тебе говорил, ну что, чел, давай за контроль руну, гангамит, или Ну, что? Как он он колил мне тебе? мне вот говорил на вещах, вот, которые я должен сделать, но я там, допустим, их не сделал, и это было, возможно, в игре. Я потом об этом думал уже, задумался, что да, я мог тут быстрее и здесь быстрее успеть, и это сделать. И после игры я уже сам это как бы вот разбирал, то есть по его колам, что бы он хотел, чтобы я сделал, чтобы было в идеале, чтобы это все как-то складывалось в целостную картину. И он меня просто подталкивал к этому. Поэтому... А я уже сам как-то это все пытался вот обработать, Мгм. и понять. Вот и это, ну, но это все равно его тоже в какой-то мере заслуга, что он меня к этому подталкивал. Октябрь 2021. Насколько сложно было поверить, что твоей карьере нет еще и года, а ты уже чемпион мира? Очень тяжело поверить. Думаю, это будет видно на трусайте. Когда Ярик спрашивает у меня, Мира, ты понимаешь, что это все, блядь, реально? Я такой, наверное, да, идем, там, кубок какой-то поднимем. Это было, конечно, тяжело поверить, потому что я, когда говорил со своими там друзьями из Луцка об этом, я такой, ну, в этом году, конечно, было бы неплохо хотя бы попасть на Инт, а там уже посмотрим, там, через пару лет, что произойдет. Оказалось, что мы это сразу выиграли. Очевидно, что это тяжело было сразу уложить в голове. Пришло это еще месяца два после победы было такими, в общем, флешбэками, что я же выиграл Инт. Я же, ну, это же реально произошло, это не шутка, это не какой-то у меня там сон был. Это было тяжело там сразу принять полностью, но уже к весне плюс-минус пришло понимание, что да, ладно, все, я уже с этим смирился, так уж и быть, я это принимаю. Появилось чувство какое-то? Нет, ни в коем случае. Все-таки это слишком маленькая дистанция, чтобы считать себя лучше всех, очевидно. Это нужно, как-то сказать, больше приложить усилий, больше показать результатов, чтобы это было на дистанции видно, что это не такой не один выстрел, а что это вот реально какой-то вот результат целого прогресса, которого, ну, над которым мы плюс-минус пытались получить все эти буткемпы, все эти турниры, поэтому будет видно на дистанции. Ты сейчас говоришь довольно-таки скромные вещи. А ты знаком с таким термином, как синдром самозванца? Прекрасно знаком с таким термином. Ощущал на себе, я так понимаю. Испытал его полностью, на себе полностью испытал все его действие, когда ты не веришь, что это твоя заслуга, что это сделал ты, что это благодаря твоим усилиям, что это просто тебе повезло, тем более, когда люди очень завистливы в СНГ, они тебе об этом говорят всячески в паблике, да, допустим, даже после интернешнла, что там ты им что-то пытаешься показать, там, в чем-то там даже вот научить, а они тебе говорят в ответ, что не думай о себе много, ты всего лишь выиграл один турнир. А я такой, я не думаю, я просто пытаюсь тебя вот научить, а они тебе пытаются всячески доказать, что это всего лишь какая-то удача. Там многие вот стримеры там говорят всякие свои шутки про там 3-2-2, Мгм. что это китайцы, что финал был слит, что это все как снежный ком накладывается на то, что ты не до конца там и уверен, что это что это вообще твоя заслуга, что это вообще, ну, что-то ты сделал. Это как будто тебе это преподнесли, а ты просто взял. Но хотя уже вот я научился бороться с этими мыслями тоже ближе к весне, когда я это и смог осознать полностью, что это все-таки была очень тяжелая работа, очень большие усилия были приложены к этому, причем всех, и команды, и нашей организации. И уже со временем я смог как-то это все обуздать. Просто нередко, когда деньги и успех, они возвращаются. И от какого самого сильного искушения за последний год ты сумел отказаться? Или не сумел? Моя жизнь, на самом деле, не сильно-то изменилась, с деньгами или без. Я даже не знаю, куда их пока потратить. Вообще без понятия. А, Просто тяжело себе даже как-то это все... Не то, что тяжело себе представить, но тяжело даже на это найти время и желание, потому что я также хочу играть в доту. Я не хочу как бы искать и как-то заниматься какими-то еще сферами, где я могу потратить свои деньги. Я просто даже об этом не особо думал, если честно. Так что деньги не особо сильно изменили мою жизнь. Ну, очевидно, они делают ее
ну, они делают ее легче, но я бы не сказал, что я прям что-то там новое получил или обрел благодаря им. Да, но все-таки, если мы говорим про конкретное искушение, может быть, ты о чем-то мечтал и купил сразу же. Ну, наверное, самое дорогое, что я себе купил, это какие-то вещи брендовые, которые я себе хотел, вот красивые. Вот я себе самое дорогое, что я себе купил, это сумку Louis Vuitton, которая мне очень нравилась. Еще даже до инта я видел ее в интернете. Такой, блин, прикольно выглядит. Я себе такой бы хотел, и я ее потом нашел и купил. И это, в принципе, самая дорогая моя пока покупка за призовой инта. И, в принципе, не жалею об этом, потому что это такая мини-мечта. Мне, в принципе, понравилось. Так что самое большое вот искушение — это для меня шопинг каких-то дорогих вещей. А за сколько сумку ты купил? 3000 евро. Поговорим об еще одном спутнике успеха. Это запрещенные вещества. Был ли у тебя когда-нибудь опыт употребления чего-нибудь? Я, когда поступил в университет, имел опыт. Но это был такой больше экспериментальный опыт. Мне просто было интересно, что это. Сейчас этого нет. Это просто было мне вот интересно, как это все работает. Я это понял, как это работает. Такой, окей. Пока я профессиональный спортсмен, этого в моей жизни нет. Возможно ли совмещать карьеру киберспортсмена и легкие наркотики? В теории. Я знаю примеры, когда это возможно. Примеры игроков, которые так и делают, совмещают, да. Не буду раскрывать имена, но для себя лично я не вижу это возможным, потому что все-таки тебе нужно быть на пределе своих возможностей, во первую очередь умственных, быть в тонусе, не быть подавленным или под каким-то эффектом. Поэтому я считаю, что пока ты играешь в турниры и ты обязан выкладываться на полную, это тяжело совмещать. Я бы этого не советовал никаким вот новичкам, которые приходят и считают, что это будет как-то помогать. Я скажу, что более удобно это не делать. Я знаю, что после инта вы снимали квартиру вместе с Ильей. Было дело. Да, в Киеве. Да. Расскажи, как родилась эта идея. Родилась спонтанно. Илья решил приехать от своих родителей в Киев. Я предложил ему пожить вместе. У меня были проблемы в личной жизни, и мне нужно было, в принципе, тоже переехать. И мы как-то так совпали в один момент. Решили съехаться вместе. Пожили какое-то время, что около 2-3 недель, я уже точно не помню. Что-то там побесились с ним в одной квартире немножко. Это закончилось, я бы не сказал, что плохо. Просто, опять же, эти проблемы меня догнали в личной жизни, и я был вынужден, мы были вынуждены, в принципе, разъехаться. Никак не связано с тем, что с Ильей плохо жить, хотя это тоже. Но это было никак не связано, я был готов терпеть его сколько угодно. Нам, в принципе, было весело жить вместе. Прикольный опыт, мне очень понравилось. Но так случилось. Расскажи самую крутую историю с той квартирой. Не могу рассказать самую крутую, могу рассказать вторую по крутости. Пожалуйста. То, когда мы заселились, и вот решили просто отметить наше заселение. Да. Я показал мне свой любимый коктейль. Дигри-бомба называется. Что Всем советую. Дигри-мейстер плюс Red Bull. Классная тема. Спать потом все равно не можешь, и ничего не можешь. В принципе, ты просто овощ. Вообще бомба. Так что, если вам нужен какой-то классный коктейль, идея для коктейля, всем келье. Вот это было самое такое приятное воспоминание с квартиры. Но, в принципе, было много таких минорных приятных, потому что мы много там стримили, играли, общались вместе. Это такой был мини-буткемп для двоих. Ну, было прикольно. Как часто вы там ссорились? По бытовым каким-то вопросам, может быть? Ни разу. Ну, с ним тяжело ссориться, во-первых. Вы видели его? Он весит больше меня, он меня просто убьет сразу, если я буду что-то перечить. На самом деле, просто у нас не было таких прям каких-то серьезных ссор, потому что мы плюс-минус сходимся в нашем видении, как в принципе жить. Так что с этим было все четко. Сейчас, возможно, мы разобьем очень много сердец, но задам такой вопрос. Есть ли у тебя девушка? Нет, на данный момент я один. А как ты считаешь, мешает ли личная жизнь карьерным успехам? Я считаю, что если в отношениях все гармонично, и девушка принимает твой вид деятельности и понимает, на что она идет изначально, потому что обычно с дотерами очень тяжело встречаться, они там все время в разъездах и играют все время, и вообще, в принципе, это такие полуовощи для меня. Ну, я тоже, в принципе, такой же.
И с этими людьми очень тяжело как бы отношения строить, но если девушка все это понимает, идет на эти риски и плюс-минус отдает себе отчет, то я считаю, что они не мешают, и вы можете обо всем договориться сразу. Я считаю, что это точно не такая большая проблема, как это описывают некоторые другие киберспортсмены, что девушки только во вред. So first, you know it. No. So first, always hold the glass properly. Okay, It's let's the try. same situation. You can try it, yeah. Was Yeah. it right? It's very difficult for me. When you have 50, 100 samples in one tasting, you should speed that wine. Don't drink too much. So Как ты это делаешь, Илья? Можешь мне, пожалуйста, объясни, как ты я взял, выпил, и как не получилось просмаковать? Объясни, пожалуйста. Смотри, берешь. Так. Положи это. Бери уже, бери розе. You need to take rosé? yes. Now take the rosé and Поставь на место, Yeah. блядь, пока. do this. Поставь, потряси его, чтобы Ставишь вышел, на место. чтобы оно Трясешь. вот так подышало. вот. That's most important. Then Теперь Дальше. смотришь на этот, Так, цвет на цвет. розовый, как... Да. Так, Потом ориентация набираешь магии. чуть-чуть в Кто? рот. Кто? Чуть-чуть в рот набираешь. Чуть берешь в рот. Подожди, надо понюхать сначала. Блядь. Ты идиот? всё, smell проебал. it and taste it. Что ты делаешь? Что ты делаешь своим языком? Можешь мне объяснить словами? А что у тебя на губах? Короче, Так, ты берешь, кладешь вино на язык, так. Язык? да, и вдыхаешь воздух через трубочку в образование твоих губ. Хорош. That's great. That's great. Блиц. Каким был твой первый раз? Хуёвый. Приходилось ли тебе драться? Конечно. Я из провинции маленькой. Ты что за вопрос вообще мне задаешь? Вспомни последнюю драку. Последняя драка была, когда я уже поступил в университет. В каком-то баре с каким-то мужиком. Победил? Нет, Ты когда-нибудь крал что-то? было в детстве. Чипсы из какой-то палаткой с пивом. С кем бы из своих тиммейтов ты бы стал встречаться? С тобой, Вань, с удовольствием. Спасибо, приятно. Самая сексуальная девочка из киберспорта. Комментаторша Доты Эфи. Самая большая ложь в твоей жизни. Не припомню такой, было просто много маленьких. А самое забавное прозвище, которое тебе давала девушка. Пусть будет котенок. Разбивал ли ты девайсы в ярости? Нет. Самая большая и глупая покупка в твоей жизни. Баленсиаги. Кроссовки. Что тебя возбуждает в девушках? Руки. Самая дорогая вещь, которая у тебя есть. Дорогая вещь? Мой компьютер. Сколько? $500. Самое жесткое происшествие в твоей жизни. Самое жесткое происшествие. Не знаю, попал в полицию за драку. С мужиком в баре? Нет, в школе. Много выигранных денег с НТ осталось? 90%. Куда 10 потратил? На личные нужды. За кого стыдно в комьюнити Доты? За Никса с его вот рассуждениями про поедание фруктов и то, что рака не существует. Смешно звучит. А какую самую токсичную вещь тебе говорил тиммейт? Не знаю, ты хуёво сыграл. Это самое токсичное? Да. Ничего выше не было. Никаких личных вот оскорблений у нас никогда не было. Самая кринжовая ситуация в твоей жизни? После переигровок с Liquid на Vplay на Animage'ере я подошел к Тайге и сказал ему с днем рождения, когда мы жали руки друг к другу. Не знаю, нахуя я это сделал. Это было в порыве эмоций. Это было очень кринжово, очень хуёво. Мне все еще за это стыдно. Вот, наверное, эта ситуация, когда я подошел к Тайге. А у него был день рождения в этот день? Нет, не было. В том-то и дело, блядь, что я просто подошел и поздравил его с днем рождения после того, как они отлетели в переигровках. Расскажи, про что был твой самый сложный разговор с менеджером или SEO? Про личную жизнь. Про девушку. Ну что, Мира, спасибо большое, что провел с нами этот день. С днем рождения. Спасибо. Спасибо, Вань. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите наши новые видео.